2 июня на 95-м году жизни скончалась Агния Борисовна Еликоева, советская актриса театра, кино и телевидения. Еликоева родилась 6 ноября 1929 года. В 1951 окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Актриса служила в Ярославском, Ленинградском театрах. Участие в фильме «Весна в Москве» 1953 года стало дебютом актрисы на большом экране. Затем были работы в фильмах «Овод на дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс» и других. Последней работой Еликоевой в российском кинематографе стал многосерийный детектив «Адвокат» в 1990 году. После чего она переехала в США. Актриса Дженнис Пейдж скончалась 2 июня 2024 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ей был 101 год. Дженнис Пейдж родилась 16 сентября 1922 года в Такоме, штат Вашингтон. Она стала выступать на шоу талантов в детском возрасте и переехала в Лос-Анджелес после окончания средней школы. Пейдж дебютировала на Бродвее в 1951 году в детективной комедии «Осталось увидеть». Но 3 года спустя нашла свою сценическую роль в популярной музыкальной комедии «Пижамная игра». В кино и на телевидении Дженнис начала сниматься еще в 1940-х и сыграла за свою 60-летнюю карьеру в сотне фильмов и сериалов, став настоящей звездой золотого века Голливуда. В числе ее работ «Голливудская лавка для войск», «Счастливые дни» и «Санта-Барбара», где Пейдж сыграла Минкс Локридж. В последний раз она появилась на экране в сериале «Семейный закон» в 2001 году. В 2003 году 80-летняя Пейдж возобновила выступления на сцене после долгого отсутствия. Она запустила собственное шоу под названием «Третий акт» в Plush Room в Сан-Франциско. В шоу она рассказывала истории об Астере, Фрэнке Синатре и других звездах Голливуда. А также о своих экранных партнерах, исполняла мелодии из своих фильмов и мюзиклов. Утром 2 июня в телеграм-канале театра имени Евгения Вахтангова появилось сообщение о смерти актрисы Инны Алабиной, ушедшей из жизни в возрасте 84 лет. Инна Ильинична родилась 25 июля 1939 года в Москве. Училась в театральном училище имени Бориса Щукина на курсе Марианны Терзахаровой, известного театрального педагога, давшего путевку в жизнь таким актерам, как Александр Пороховщиков, Нина Усатова и Ирина Купченко. В 1966 году Алабина закончила училище и была принята в труппу театра имени Евгения Вахтангова. Поскольку Алабина отличалась невысоким ростом, была стройной и подтянутой, ее попробовали в амплуа травести, так называют актрис, играющих подростков-мальчиков. В знаменитом вахтанговском спектакле «Приключения Гекльберри Финна» актриса в разные годы играла и главного героя, и его друга Тома Сойера. В кино Инна Ильинична дебютировала в 1967 году, сыграв роль Любы в картине студии «Армен» фильм «Треугольник», где ее соседями по съемочной площадке были Армен Джигарханян и Фрунзик Мкрчан. А в 2007 году попала в сверхпопулярный телевизионный проект, сериал «Папины дочки». Ее Мария Мироновна, бабушка хоккеиста Емельяна Павлова, принесла актрисе узнаваемость и любовь широкой аудитории. Впрочем, не обделена этим актриса была и ранее. Все-таки телеспектакли театра имени Вахтангова регулярно шли по советскому телевидению. Да и голос Алабиной был знаком в нашей стране всем и каждому. Долгие годы актриса была одной из ведущих программы «Здравствуй, товарищ» станции «Радио Юность», которая по популярности превосходила, пожалуй, все передачи этой радиостанции. 3 июня на 95-м году ушла из жизни известная польская актриса театра и кино, а также педагог Изабелла Альшевская. Она родилась 3 января 1930 года в Малопольском воеводстве и за свою долгую и плодотворную карьеру оставила значительный след в польской культуре. Изабелла Альшевская окончила государственную высшую актерскую школу в Кракове, что заложило основу ее профессионального становления. Ее сценический дебют состоялся в 1955 году в Береговом театре в Гданьске.
В дальнейшем она стала частью труппы Народного театра в Кракове, где проработала с 1955 по 1957 год. Помимо актерской деятельности, Изабелла Ольшевская внесла значительный вклад в театральное образование. Она преподавала в Государственном высшем театральном училище Людвика Сольского в Кракове. 4 июня ушла из жизни уроженка Таджикистана, советский кинорежиссер Маргарита Касымова, которую называют первой женщиной-режиссером в Средней Азии. Она умерла в Белоруссии на 87-м году жизни. Касымова родилась 10 апреля 1938 года в Сталинабаде, прежнее название Душанбе. В 1961 году окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1967 году вышла ее первая картина «Лето 1943 года». Всего за время карьеры она сняла и приняла участие в съемках порядка 20 картин. Как отмечает новостной портал «Азия Плюс», Касымова была первой женщиной-режиссером в Средней Азии. В 90-х годах Касымова переехала в Белоруссию из-за гражданской войны в Таджикистане. В Минске она работала на киностудии «Беларусьфильм», а также была профессором кафедры режиссуры кино и телевидения Белорусской академии искусств. 11 июня в Париже в возрасте 80 лет умерла певица Франсуаза Арди. В 1960-е, наряду с Сильви Вартан и Сержем Генсбуром, она стала одним из символов французской поп-культуры. Серж Генсбур присвоил ей титул «Самый меланхоличный голос поколения». А Франсуа Озон включил песни из ее репертуара в свой культовый фильм «8 женщин» и работал с ней при любой возможности. Франсуаза Арди, парижанка, родилась в период немецкой оккупации в 9-м округе, воспитывалась в религиозной школе для девочек. Никакой иной судьбы, кроме как стать воплощением французского стиля, ей, кажется, уготовано не было. В возрасте 16 лет прилежная ученица Арди получила от отца в подарок гитару. В 18 она выпустила свой первый сингл. В 1962 году только во Франции было продано 500 тысяч пластинок с песней. Сложно представить себе более впечатляющий старт карьеры. Дальше были 28 альбомов. Выступление в 1965 году на Евровидении и в 1966 в Сан-Ремо. Кинокарьера, которая началась с фильма «Замок в Швеции» и долгая жизнь в индустрии моды. Своей музой ее называли Андре Куррёж и Ив Сентября Лоран. Она работала с Шанель и продемонстрировала миру знаменитое золотое платье Пако Рабанна. При этом все биографы отмечают ее природную застенчивость, тревожность и боязнь публичности. Мик Джаггер называл ее идеальной женщиной, а Дэвид Боуи признавался, что в 1960-е, будучи совсем юным, был страстно влюблен в эту девушку со сладким и мелодичным голосом. Боб Дилан писал ей любовные письма и сфотографировался для обложки своего альбома. Наряду с прочими талантами Франсуаза Арди сделала карьеру астролога. К этому занятию она относилась едва ли не более серьезно, чем к музыке. Природное любопытство и разнонаправленная творческая деятельность в последние 20 лет сочеталась в жизни Франсуазы Арди с онкологическими заболеваниями, которые измучили певицу настолько, что она буквально молила о смерти. В 2015 году, после падения, она провела несколько недель в искусственной коме. В 2021 году Арди сообщила, что к другим диагнозам добавился рак гортани. «Мне трудно дышать, не говоря уже о бесконечных носовых кровотечениях. Я не боюсь умереть, но я очень боюсь страдать». Она стала активной сторонницей эвтаназии, к которой прибегла ее неизлечимо больная мать. Но во Франции эта процедура не легализована, и Арди пришлось мучиться еще 3 года, пока болезнь не добила ее окончательно. Французская актриса Анук Эме скончалась 18 июня в своем доме в Париже. Звезде было 92 года. О смерти актрисы сообщила ее дочь. «Нам чрезвычайно грустно сообщать об уходе моей матери Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в ее доме в Париже», написала дочь Анук в соцсети. «Иногда в звезду тебя превращает очень скромный, негромкий фильм,
на который никто не делает никаких ставок. Так случилось с Анук Эме. К 1966-му она уже была одной из самых известных европейских актрис, снялась в 2 шедеврах Феллини, играла у крупнейших режиссеров Франции. А в историю вошла благодаря малобюджетной мелодраме малоизвестного Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Сюжет, если его пересказывать, выглядит каким-то первобытным искусством. В нормандском городе Давилле встречаются молодая вдова и молодой вдовец. Она работает в кино, он гонщик. У нее есть дочка, у него сын. Собственно, благодаря детям, посещающим одну школу, они и знакомятся. Потом влюбляются друг в друга, проводят вместе ночь, расстаются, но понимают, что отныне друг без друга не могут. Играть в фильме наотрез отказалась Роми Шнайдер. А Анук согласилась только потому, что дружила с Жаном Луи Трентиньяном, исполнителем главной мужской роли. Он верил в Лелуша и уговорил актрису сниматься. Большинство диалогов в картине стали импровизациями актеров. Колоссальный успех в прокате, в том числе советском. Гуляет легенда, что картину у нас выпустили по личному требованию министра культуры Екатерины Фурцевой, которой «Мужчина и женщина» ужасно понравилось. Из фильма даже не вырезали эротическую сцену, весьма, впрочем, скромную. И сейчас все некрологи Анук Эме начинаются с упоминания этой ленты, как будто не было ничего другого. Хотя этого другого было очень много. Она родилась 27 апреля 1932 года в семье актеров Анри Мюррея и Женевьев Сария. Ее настоящее имя – Николь Франсуаз Флоранс Дрейфус. В кино дебютировала в 14 лет, сыграв в картине «Дом под морем». Ее героиня там носила экзотическое имя Анук, которое юная актриса оставила себе на память, сделав частью псевдонима. В начале 70-х она вышла замуж за британского актера Альберто Фини и на несколько лет ушла из кино. Но, вернувшись, получила приз Каннского фестиваля за прыжок в пустоту Марко Беллоккио. И все-таки без «Мужчины и женщины» ее едва бы включили в список 100 самых сексуальных кинозвезд в истории, составленный журналом Empire. При том, что секс-бомбой она, разумеется, никогда не была. Ее словно окружала аура меланхолии и элегантности, а ее редкостная красота производила ошеломительное впечатление и на мужчин, и на женщин. Егор Зайцев, сын «Красного Диора», как называли на Западе его отца Вячеслава Зайцева, умер в Москве вечером 19 июня. Ему было 64 года. Как и отец, Егор тоже был модельером и членом Российской академии художеств. По предварительной информации ряда СМИ, он скончался от осложнений на фоне онкологии, однако подтверждения этих данных нет. Известно, что у Зайцева-младшего были непростые отношения с отцом, которые позже вылились в конфликт из-за решения модельера сделать наследницей его бренда внучку. Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года в Москве в творческой семье. Его мать Марина училась с Вячеславом Зайцевым в Московском текстильном институте на факультете прикладного искусства. А позже работала в цирке на проспекте Вернадского художницей по костюмам. Егор закончил Московский текстильный институт имени Косыгина, помогал отцу формировать мужские коллекции, создавал свои собственные. Однако гораздо больше Егор был известен как один из ведущих членов байк-клуба «Ночные волки». Байкеры часто приходили на его показы. Да и сам Егор в одежде всем стилям предпочитал байкерский. Кожаная куртка, бандана, массивные цепи. Егор Зайцев был женат дважды. Его первый брак, в котором родилась дочь Мария или Маруся, как называли ее близкие, довольно быстро распался. Во втором браке Егора с манекенщицей дома моды славы Зайцевой Екатериной родилась дочь Анастасия. Незадолго до смерти Вячеслава Зайцева в апреле 2023 года у них с Егором возник конфликт из-за решения модельера сделать наследницей его бренда внучку. Об этом рассказала близкая приятельница модельера Нина Царагели. Об этом же говорила вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. Сам Зайцев-младший в своем последнем крупном интервью отмечал, что их с отцом всегда окружали люди, которые 20 лет ссорили их друг с другом в прессе.
Егора Зайцева не стало 19 июня, в день рождения Дома моды Славы Зайцева, который более 40 лет назад был торжественно открыт на проспекте Мира в Москве. 20 июня ушел из жизни знаменитый канадский актер театра, кино и телевидения Дональд Сазерленд. О его смерти сообщил сын, актер Кифер Сазерленд. Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в городе Сент-Джон, канадская провинция Нью-Брансуик. Он начал карьеру в 1963 году, сыграв в фильме «Весь мир в кармане». Он снялся в более 180 фильмах и сериалах, наиболее известные: «Космические ковбои», «Гордость и предубеждение», «Ограбление по-итальянски», «Голодные игры», «Лучшее предложение». Сазерленд являлся лауреатом премий Эмми 1995 и «Золотой глобус» 1996-2003. В 2018 он получил почетный «Оскар». Дональд был трижды женат на актрисах Лои Хардвик, Ширли Дуглас и Франсин Рассет. У него 5 детей, все они связали свою жизнь с кино.